Привет всем, меня зовут Сергей, и я разработчик таких игр, как Blue Light, а также Анейрофобия. И нет, я еще не уехал в дурку от разработки большой игры в одиночку, поэтому вы попали на мой второй девлог, где я как раз таки рассказываю о своей новой игре Анейрофобия. Перед началом настоятельно вам рекомендую ознакомиться с первым девлогом, который по сути является неким вступлением, где я рассказываю о том, кто я и что я, какая планируется игра, чем она вдохновлялась, каков ее сюжет и так далее. Также подмечу, что на этом канале уже есть геймплейный тизер игры, а также одна из сцен погони, так что тоже можете ознакомиться. И, конечно же, не забывайте добавлять игру в желаемое, чтобы не пропустить ее выхода. И переходите в мой телеграм-канал, где я иногда делюсь всякими интересными мелочами и новостями об игре. Все нужные вам ссылки будут в описании и в комментариях. А теперь, поехали. Хочется сказать, что первый девлог был достаточно поверхностный, но тем не менее все равно хочу передать вам большое спасибо, ведь основная масса людей то и делала, что выражала поддержку. Пусть и были комментарии, при прочтении которых у меня было примерно такое лицо, но благо таких было немного. В общем, в этот раз я решил сконцентрироваться на самом процессе разработки и показать его вам, ведь меня много кто об этом просил. Хотите мотивацию? Ну, вы сами просили, блядь, не я, вы сами. Недавно, а именно 5 декабря, я выложил демонстрацию геймплея Анейрофобии, где показал одну из напряженных сцен игры. Так вот, предлагаю взглянуть на то, как она создавалась. Но сначала, с вашего позволения, пойдем по порядку. 2 августа 2025 года я официально анонсировал игру, где помимо страницы в Steam я опубликовал первый геймплейный тизер игры на своем YouTube-канале. И в целом на тот момент сама сцена еще не была полностью готова, но все равно этого было достаточно, чтобы использовать ее в маркетинге, так как на тот момент это единственная зрелищная сцена, которая у меня была. Поэтому после анонса игры и первой волны маркетинга мне приходилось сначала доделывать те моменты, которые я уже показывал. Затем я занимался оптимизацией сцены из геймплейного тизера, и, к слову, это было достаточно долго и муторно. Таким образом, уже где-то к началу осени я начал делать прототип следующего игрового момента. Продумывал, какой инструментарий мне понадобится, какие будут нужны звуки, механики, анимации, модельки и прочее. Также всегда стараюсь учитывать все возникающие в игровом дизайне нюансы. Сперва мне нужно было создать основные игровые механики, которых у меня, конечно же, еще не было, так как продвижение игры я начинал с полного нуля. Простите, но так нужно. Во-первых, по своим личным причинам, так как я хочу выпустить игру до лета 2026 года. Ну а во-вторых, сам Steam рекомендует заводить страницу за 6-12 месяцев до выхода, чтобы успеть собрать списки желаемого. Короче, готовых материалов было и остается реально мало, но сейчас я уже более-менее раскачиваюсь. В общем, оценив ситуацию, я понял, что мне нужно создать механику перепрыгивания через препятствия, протискивания, лазанья, присед, оборонительный рефлекс в виде инверсной кинематики, динамическую систему дыхания персонажа, искусственный интеллект противников, систему их дыхания в том числе, и я уже устал перечислять. Научить их преследовать, слышать, атаковать и убивать главного героя. Далее, естественно, нужно было снабдить это все хорошим саунд-дизайном, анимациями и озвучкой. Как главного героя, так и самих монстров, которых, кстати, тоже всегда озвучиваю я, но об этом чуть позже. Сказать, что у меня не было почти никакого опыта в создании игровых механик, это значит ничего не сказать. Да, я уже выпускал свою первую игрушку Blue Light, но она вышла довольно скучной и не имела никаких механик, кроме ходьбы, чтения записок и открывания дверей. Но, тем не менее, работая за Unreal Engine с июля 2023 года, какой-то опыт в движке я все же приобрел. И не поверите, но этого хватило, чтобы создать все вышеперечисленное. Но для меня это все было и остается головной болью. Невозможность найти нужную анимацию, нужную 3D-модель, нужные текстуры, постоянно тупившие противники, баги движка, ошибки в своем собственном коде, на решение которых могло уходить вплоть до нескольких дней, даже учитывая то, что я комментирую каждую часть своего кода. Сука, настолько я хочу, чтобы эта игра вышла. Доделываешь такой на радостях весь искусственный интеллект противника, а потом случайно раз в 100-500 запусков игры ты видишь это. Хочется просто убивать, убивать и убивать. Теперь надо копаться вот в таком количестве кода и пытаться разобраться, в каком месте ты что-то сделал не так. И все почему? Потому что я терпеть не могу, когда у меня есть незаконченные дела. Господи, я не мог спать, зная, что в моей игре теперь есть баг, который может происходить только очень редко, что, кстати, делает процесс его решения еще более сложным. Потому что я почему-то уверен, что на прохождении у какого-нибудь летсплейщика этот баг обязательно вылезет, и твоя игра опозорится на многотысячную аудиторию. И только не говорите, что таких примеров не было.
Я говорю вам на полном серьезе, ведь когда после выпуска моей первой игры мне писали о каком-то небольшом баге, я просто не находил себе места. Мне было жутко неловко, что я выпустил игру в таком виде. Я буквально сидел весь красный, настолько мне это было неприятно. И знаете, дело даже не в том, что это может кто-то увидеть. Мне, в принципе, всегда хочется доводить все до ума. Ведь это мой продукт, мое искусство. Люди платят мне за него деньги, поэтому я считаю, что я должен постараться над тем, чтобы им ничего не мешало во время прохождения. А понравится им моя игра или нет, это уже совершенно другой вопрос. Черт, да даже прямо сейчас вы спокойно слушаете мой голос, потому что я постарался над тем, чтобы его можно было спокойно слушать. Вам интересно смотреть на это видео, потому что я стараюсь подбирать максимально уместные и интересные футажи, что тоже требует ума, сил и времени. Попутно, пока я монтирую этот ролик, я постоянно отлучаюсь на то, чтобы залить новые шортсы и тиктоки, написать новости и статьи, попытаться распиарить свою игру в Твиттере и так далее. И, в общем, пока ты всем этим занимаешься, еще попутно наблюдаешь за тем, как люди потихоньку удаляют твою игру из виш-листа и отписываются от твоего телеграм-канала, видимо, потому что кто-то устал ждать, пока я покажу что-то новое. И я рассказываю вам все это не потому, что мне нравится ныть, а потому что я просто хочу придерживаться названию этого ролика и дать вам понять, что это все и есть именно то, с чем вы столкнетесь, разрабатывая игру в одиночку. Это самая настоящая реальность. И смысл даже не в том, что мне тяжело, а в том, что я продолжаю идти дальше и обязательно доведу это дело до конца. В общем, ситуация сложная, но в итоге к началу декабря я смог подобраться к новой демонстрации геймплея. И хочу сказать, что в этом видео были представлены, конечно же, не все игровые механики. Еще многое предстоит сделать, но вроде понимание у меня в этом есть, и это хорошо. Ну что, вроде все важное высказал, теперь давайте наконец посмотрим на то, как создавалась та самая сцена погони. И сразу скажу, что мне никогда не было интересно развиваться как аниматор, программист, сценарист, художник и так далее. Моя цель — быть человеком, который просто разрабатывает и выпускает игры. Я абсолютный дилетант, а если чему-то и пытаюсь научиться, то учусь только тем навыкам, которые мне действительно нужны для того, чтобы разработать ту или иную идею. Лучше всего мне дается разве что работа с озвучкой и звуком в целом. А почему именно? Ответ смотрите в первом девлоге, в котором я, кстати, сильно ошибся, назвав свою игру психологическим хоррором. Нет, анейрофобия — это в чистом виде хоррор на выживание. И, пожалуй, уже все мои подписчики знают, что меня на это надоумило. Итак, попадая в кошмары, вы то и дело, что должны будете просто выживать. Поэтому игра не акцентируется на том, чтобы напугать вас психологически чем-то неизвестным. Нет, угроза жизни есть здесь и сейчас. И начинаете бояться вы тоже здесь и сейчас. Потому что я сделал упор именно на первобытный страх. И нет, Outlast не единственный, где так сделано, но поскольку он мне нравится, опираюсь я всегда именно на него. Именно поэтому моя сцена погони выглядит так, как она выглядит. Именно с такой обстановкой и атмосферой. Для тех, кто ничего не понимает, приведу вам пример. Вот куча подвешенных тел. Это, страшно, потому что ты понимаешь, что то же самое сейчас будет и с тобой, если ты не спасешься. Вот здесь нельзя шуметь, так как если тебя услышат, то даже страшно представить, что будет. Кстати, кто-то жаловался, что мой персонаж болтливый, и из-за этого совсем не страшно. Но, как вы могли видеть, нет, не болтливый. Дабы действительно не нарушать атмосферу и сохранить художественную целостность. Даже не знаю, где мы такое уже видели. Далее я хочу поговорить про мою не самую любимую тему — это анимации. Из-за невозможности найти анимацию именно под свои задачи приходится как-то выкручиваться. И не имея опыта в создании анимации, лучшее, что я придумал, это воспользоваться захватом движений. Нет, не таким, а вот таким. При помощи видео. Если вы не знаете, как это работает, то тут все просто. Вы снимаете себя на видео, делаете какие-то движения, которые вам нужны, закидываете это все на сайт, очень долго ждете и получаете долгожданную анимацию, которую уже можно импортировать в любую интересующую вас программу или движок. И здесь немного остановлюсь. Естественно, не все так просто, как вам могло показаться. Во-первых, важно понимать, что эта штука, конечно же, не заменит вам дорогостоящее оборудование по захвату движений, но все равно это можно использовать для создания каких-то простых статичных анимаций, если вы, как и я, в анимациях полный ноль. Во-вторых, эта штука все равно будет требовать постоянных правок, ведь она очень хреново передает движение пальцев, а рутовая кость и вовсе может постоянно скакать туда-сюда. Но в моем случае анимации были сложнее, чем обычно, поэтому некоторые я отредактировал до неузнаваемости, настолько они были кривыми. Но все равно для меня это было лучше, чем я бы делал их с нуля. В самой сцене погони таким захватом движений была сделана вот эта касцена. Вся эта перепалка.
И еще вот эта касцена. И, наконец, вот эта касцена. И это я показываю только сцену погони. Как говорится, дальше больше. Кстати, я бы вам показал те самые видео с моими движениями, которые я записывал. Но я стесняюсь, так что извините. В общем, дальше я хочу перейти к музыке и саунд-дизайну, над которыми я стараюсь не меньше, чем над всем остальным. И, честно, не знаю, что мне дается тяжелее всего, но написание музыки в этом списке точно есть. Для меня это невероятно сложно, слух замыливается уже спустя 5 минут, и ты не понимаешь, что ты вообще пишешь. Даже от моего самого первого запуска Unreal Engine мне не было так дурно. В общем, музыка в игре по большей части оркестровая. Почему я выбрал именно такую, смотрите в первом девлоге. И местами это даже не столько музыка, сколько страшный саунд-дизайн, привет композитору Outlast'а. И в принципе, я даже не знаю, что тут вам рассказать. Смотрите на свой игровой момент и пытаетесь понять, какая музыка вам нужна. Самое важное — это при помощи музыки всегда давать понять игроку или зрителю, что вообще происходит. Надо ли сейчас плакать, бояться или смеяться. В общем, музыка должна передавать настроение. И справедливости ради, в игре пока что не так много целостных композиций, сколько страшного саунд-дизайна. Подписчики моего телеграм-канала давно знают, что я приобрел себе вот это чудо. И знаете, в мировой истории неизвестно, какой конкретно человек создал такой музыкальный инструмент, как скрипка, но он реально гений. И нет, я не умею играть на скрипке какую-то полноценную музыку. Брал в руки ее первый раз в жизни и по большей части использую ее для саунд-дизайна. Итак, если полноценные композиции я пишу в цифровом виде при помощи коммерческих библиотек, то для создания страшного саунд-дизайна я стараюсь использовать именно свою скрипку. И давайте вам кое-что покажу. Вот в этом моменте, во время нападения на главного героя, мы слышим тремоло. Все это я сделал сам при помощи своей скрипки. Если что, тремоло — это вот такая техника игры, когда вы быстро водите смычком туда-сюда. Простите, но еще понятнее я не знаю, как объяснить. Сначала я сделал несколько записей самого тремоло. Затем, объединив все вместе, распихал в левое и правое ухо для большего объема. Немного компрессии, устранения резонансов, реверберации, готово. По такому же принципу делал тремоло для момента с прятками. Разве что здесь не сразу играет куча тремоло, а потихоньку идет возрастание, символизируя все больше и больше стресс. Звук скримера в конце также был сделан на моей скрипке. И здесь уже поинтереснее. Я не придумал ничего умнее, как просто попробовать сделать вот так. То есть быстро провести смычком по струне и одновременно успеть поднять ее тональность снизу вверх. Сделав несколько записей такого диссонанса, я снова распихал это все в стерео, накинул обработок, готово. Еще из интересного могу рассказать, например, про этот звук. Да, это тоже скрипка. Для этого я почти полностью расслабил струну соль и начал медленно вести по ней смычком. Далее, в саундтреке к моей игре часто можно услышать такие взрывные звуки, сделанные уже, естественно, не скрипкой. Впервые я услышал нечто похожее в Outlast'е.
Путем долгого поиска информации и кучи безнадежных попыток сделать что-то похожее самому, я наконец разобрался, что это вообще такое. В общем, мы должны создать некую смесь звуков из коротких духовых и так называемого пицциката Бартока. Это такая техника, когда вы щипаете струну и ударяете ею по грифу. И лучше всего это получается не на скрипке, а на виолончели или контрабасе, так как у них более басистый звук. Короче, на выходе имеем такой результат. Далее, для создания звуков, например, пластиковых контейнеров, которые раскидал персонаж, я просто взял что-то пластиковое из своей кухни и записал это. Далее, в само видео это не попало, но есть еще вот такой пример звуков ходьбы по битому стеклу. Для этого я просто нашел у себя в огороде какую-то старую банку, аккуратно ее разбил и уже записал звуки битого стекла, которые в конце я подмешал к основным звукам шагов. И честно, таких примеров я могу вам накидывать еще часа два. Поэтому просто поясню, что 80% звуков я пишу и обрабатываю самостоятельно. Благо у меня есть для этого возможность. Почему же я всем этим занимаюсь, я отвечал в первом девлоге. Далее быстро затронем озвучку. Почему быстро? А потому что тут тоже особо и нечего рассказывать. Просто стараюсь озвучивать персонажа так живо, насколько это вообще возможно. Благо опыт в озвучке у меня уже есть. Я надеюсь, Нет, что ты- перестань, Сэм, Я думаю, время лечит. Знаю, сейчас на душе тебе тяжело, но какого-то секретного способа избавиться от этого просто нет. Только спустя время ты осознаешь все то, через что прошел. И да, это все, что я могу сказать. Для создания одышки я даже специально перед записью позанимался на эллипсе. Как я сказал, у персонажа есть динамическая система дыхания и возгласов. Ходьба, бег, присед, лазанье, прыжки, испуги – все это меняется в зависимости от ситуаций. В общем, как бы это странно ни звучало, сделал своего персонажа похожим на живого человека. Абсолютно то же самое и с монстрами, озвучка которых происходила примерно так. Далее хочу поговорить про графику, 3D-модели и оптимизацию. Что касается оптимизации, так это то, что работа кипит. Очень много сил и времени уходит на оптимизацию. И занимаюсь я ей сразу. То есть нет такого, что сначала я вот сделаю всю игру, а потом уже буду ее оптимизировать. Нет, такой вариант не для меня, мне это тупо неудобно. Что ж, давайте расскажу о том, как происходит оптимизация моего проекта. Хоть я и не привык называть это все оптимизацией, но сейчас у всех мода называть это все именно так. Если вы не знали, то 3D-модели я, конечно же, не делаю сам. Иначе никаких игр бы сейчас у меня не было, и я бы просто помер. Поэтому я обращаюсь к своей библиотеке ассетов, которые у меня давно копятся. И дело в том, что большинство ассетов, как правило, предоставляются в очень детализированном качестве. Что, в принципе, хорошо, каждый может оптимизировать их под свои задачи. Но вот только проблема в том, что этого никто нахер не делает. Смотрите, есть, например, вот такая вот коробка. И в ней 23 тысячи полигонов. А эти коробки у вас в игре могут валяться просто десятками, а то и сотнями. Напоминаю, что в обычном кубике 12 полигонов. Понятно, что коробка должна быть объемнее, чем просто куб, но не настолько же. Я хоть и не имею никакого отношения к моделированию, но все равно понимаю, что такой херни в рамках инди-игры быть не должно. Это ненормально. Но всем насрать, и как итог мы потом видим вот такие заголовки.
Так что, когда вы берете модельки на стороне, всегда смотрите, что вы вообще берете. И обязательно упрощайте полигоны. Если что, в Unreal это делается в 2 клика. Выделяете нужный объект, заходите в раздел моделирования, далее Mesh и Simplify. И вот таким образом происходит работа со всеми 3D-моделями в моем проекте. Абсолютно каждая моделька, которую вы видите в сцене погони, прошла через такую оптимизацию. Смотрите, вот так выглядят полигоны в Outlast. А вот так в анейрофобии. И вы сейчас скажете, ты что, скукожил свою игру до полигональности уровня 2013 года? Да, потому что нет никакой необходимости делать все высокополигональным. А уж тем более в той сцене, где у игрока нет времени встать и позалипать. Графика не является отличительной чертой моей игры, она просто нормальная. В плане системных требований я делаю игру, рассчитанную под массового пользователя. И в том числе под себя, потому что я до сих пор сижу на RTX 20 серии и серверным процессором. Так что если кто-то думает, что инди-разработчик после релиза своей игры выглядит примерно вот так, то это большое заблуждение. Как вы знаете, игры бывают либо процессорозависимыми, либо зависимыми от видеокарты. А нейрофобия является как раз игрой, зависимой от видеокарты. Так что если кому-то было интересно, то вы теперь знаете. Что касается текстур, то тут в принципе ничего сложного. Если есть очень прожорливые текстуры, к которым игрок не может подобраться, то, естественно, лучше их урезать. Только здесь главное не переборщить, а то получится что-то примерно такое. Материалы тоже желательно контролировать. Все зеленое считается нормальным. Красным цветом показаны уже более сложные материалы, а розовым и белым прям вообще жесть. Да, персонажи и стекла отображаются как прожорливые, но это абсолютно нормально, для них это исключение. Но если вдруг вся ваша сцена красного и более цвета, то это поминки. Упрощайте свои материалы, иначе шейдеры будут компилироваться часами, и потом мы снова будем видеть эти заголовки. Следующая полезная вещь — это так называемый draw distance, то есть объекты будут исчезать на том расстоянии, которое вы укажете. Если в вашей игре темнота или туман, то эта фишка прям для вас, смело используйте. Тоже сильно помогает в оптимизации. Далее, код вашей игры тоже имеет значение. Плохо написанный код, естественно, может повлиять на FPS или вызывать фризы. Здесь я особо не хочу ничего говорить, потому что, повторюсь, я нифига не программист. Мне это не интересно, и я в этом не разбираюсь. За 2,5 года у меня набрался опыт работы с блюпринтами, и пока что мне этого хватает, чтобы реализовывать свои идеи. Туториалы открываю, ну прям очень редко, и то, чтобы вспомнить название какой-то ноды. Просто скажу, что я стараюсь писать нормальный код. Избавляюсь от лишнего, избегаю ивент-тиков, кастов и прочую херь. Да, я пишу не идеальный код, но на ошибках учатся. И пусть лучше плохой опыт, чем вообще никакой. Последнее, что я бы здесь упомянул, так это Level Streaming. Кто не знает, это система подгрузки и выгрузки уровней. В отличие от всего вышеупомянутого, эта штука не всегда обязательна. Тут уж все зависит от вашей игры. В анейрофобии, например, Level Streaming будет работать, но редко. Здесь тоже не стоит перебарщивать, так как времена у нас уже далеко не PlayStation 3. В общем, повторюсь, проделана огромная работа, сэкономившая мне кучу FPS, которые теперь можно пустить в какое-то полезное русло, например, включить планарное отражение вместо фейковых screen-space. Если кому интересно, то в описании к видео со сцены погони я оставил всю подробную информацию, на чем и при каких условиях записывался геймплей игры и сколько там FPS. Итак, что же касается графики игры, то в целом тут тоже особо не объясняемо. Почему она выглядит именно так? А потому что это просто вкус. Я такой человек, у которого постоянно замыливается глаз на какую-то одну цветовую палитру. И я придумал просто гениальную вещь, это, грубо говоря, убрать цвета вообще. Я люблю только черные, серые и белые тона. Они мне никогда не надоедают. И чтобы потом спустя год после выпуска анейрофобии я не сказал, что графика в ней мне надоела, я выбрал именно такие тона. Еще большую роль играет работа с постпроцессингом. И это довольно тонкий аспект, так как одним неправильным действием можно испортить вообще всю картинку. И в принципе настраивать здесь можно много всего, но главное не сильно. Мои любимые фишки здесь — это сатурация цветов, резкость, виньетка, хроматические аберрации, размытие в движении, анаморфное размытие, анаморфные блики и загрязнение объектива. Не переживайте, если вам это все не нравится, вы сможете выключить это все в настройках. Если касаться освещения и отражений, то не ждите тут чего-то сверхъестественного. Никакого люмена и RTX не будет. Разве что я планирую добавить возможность включения планарных отражений. Они работают на любых видеокартах, но учтите, что они тоже очень прожорливые, практически как RTX. А хуже они или лучше, чем RTX, здесь я вам уже не подскажу. Так что, простите, интернет вам в помощь.
Кстати, забыл упомянуть про технологию Nanit. В анейрофобии от этой штуки я тоже решил отказаться. И вместо этого использую стандартные лоды и draw distance. Так как конкретно в моем случае Nanit не дает никакого визуального профита, так еще и FPS с ним меньше, потому что лоды перестают работать. Поэтому нафиг оно мне надо. И последнее, что я хотел бы здесь упомянуть, так это сглаживание. Моя вам рекомендация — это использовать DLSS, так как в моей игре он 4-й версии и самая четкая картинка из возможных получается именно с ним. Вдобавок и FPS себе подымите. Для тех, у кого видеокарта не RTX, смело включайте сглаживание TSR. Это эксклюзивное сглаживание для Unreal Engine, тоже неплохое, но не такое четкое, как DLSS. А для тех, у кого ПК вообще слабый, максимум оставляйте TAA. Минимум артефактов, минимум потерь FPS, но мыльноватая картинка. Ну что, теперь хочу ответить на парочку вопросов от моих подписчиков. Выйдет ли игра на консолях или только на ПК? Очень хороший вопрос. Лично я бы очень хотел выйти на консоли, но для выпуска игры необходима такая штука, как консоль разработчика. И, насколько мне известно, российская таможня не пропускает устройство шифрования данных. Поэтому DevKit до вас просто не доедет. И если получать его самому, то, скорее всего, это придется делать в другой стране. Либо есть еще какие-то обходные пути, но я в этом не разбираюсь. Конечно, можно воспользоваться издателем, у которого будет DevKit, но пользоваться издателем я не хочу. Так что пока игра выйдет только на Windows, но кто знает, как все сложится в будущем. Может быть, у меня как-то и получится. Кстати, возможно, после выхода анейрофобии я приобрету себе Steam Deck и полностью адаптирую игру под эту платформу. Мне это тоже было бы интересно. Следующий вопрос, который часто задают, это цена игры. Скажу вам честно, ценник на игру — это самое последнее, что меня сейчас волнует. Я думаю, вы понимаете, почему, посмотрев это видео. Не переживайте, я озвучу цену до релиза, но сделаю это только тогда, когда посчитаю, что игра точно выглядит на эти деньги. Оглашать цену сейчас — это просто неправильно. Беру ли я 3D-модели с бриджа? Практически не беру. На один уровень могут найтись 2-3 модельки с бриджа, но не более. Моделек и так везде полно, бери не хочу. Кстати, еще касательно нейросетей. Те, кто пишет мне, что, мол, чё ты паришься, сделай все нейросетью, и будет твоя жизнь прекрасной. Нет, не будет. Очень вас прошу, не надо мне об этом писать. Все, здесь мой ответ короткий. Фух, ну что, для меня это было сложное видео, но вроде как мы уже подходим к концу. В общем, впереди еще много работы, еще не одно выгорание и истерику предстоит пережить. Но заднюю ни в коем случае не даем. И да, я показал вам процесс разработки на примере сцены погони. Но в этом-то и суть, что разработка всей игры происходит абсолютно так же, как и было показано в этом ролике. И, пожалуй, все мои эмоции и чувства, которые я вам здесь поведал, это лишь верхушка айсберга. Никто никогда не поймет, каково этим заниматься, пока не попробуешь на себе. Заранее поздравляю всех с наступающим 2026 годом. Это тот самый год, когда релизнится анейрофобия. Так что нас с вами много чего ждет. Не забывайте добавлять игру в желаемое и подписывайтесь на мой телеграм-канал и YouTube-канал. Спасибо, что посмотрели. До скорого.